Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я украшаю торт на Рождество, на Новый год, на зимний день рождения. И украшать я его буду в очень быстрой технике. Может быть, это кому-то покажется странным, но, как правило, перед праздниками очень мало времени у любой хозяйки. И на торт, на украшение этого торта хочется сделать красиво, но не хочется тратить много времени. И вот сегодня я показываю именно такой вариант. Делаю я корзинку, из которой выплескиваются зимние такие необычные фантазийные цветы. И эти цветы я буду делать сегодня именно все из насадок штамп. Штампы, что мы под этим подразумеваем? Это насадка тюльпан, насадка тройная улыбка. Даже насадку розу я сегодня буду использовать просто как один завиток такой. Эти такие фантазийные бутоны, назовем их так. И также насадка у меня будет звездочка и насадка листик. То есть все то, что не требует длительной работы. И я сегодня вам хочу показать. Крем у меня здесь белково-заварной, диаметр торта 26 сантиметров. Ушло крема из расчета на 250 грамм белка. Итак, во-первых, я покрыла, сверху выровняла белым кремом поверхность, и с боков я просто нанесла голубой крем. Здесь у меня насадка номер 17, 6 мм открытая звездочка, и ей я буду делать плетение у корзины. Корзина делается очень просто. Мы ставим перпендикулярно подложке перекладину из крема, назовем ее так, и потом делаем прутики. Шаг у корзинки, вот у этих прутиков, мы выбираем сами, то есть кому как нравится, и чем шире шаг у прутиков, тем крупнее мы берем для этого насадку. Мне же здесь в данном торте захотелось сделать немножко помельче, потому что сами цветы у меня огромные. И делается она действительно очень быстро и очень просто, любая корзинка. Если еще быстрее хотите сделать, берите покрупнее насадку. Начинаем стык у корзинки и заканчиваем там же, где у нас будет каскад из цветов, чтобы этот стык не было потом видно. Теперь в этом же месте, где у нас стык у корзинки, я делаю окантовку корзинки, чтобы там же был стык у окантовки. Из этой же насадки номер 17, звездочка открытая 6 мм, я делаю вот такие завитки. Что-то такое снежное, морозное. Очень красиво будет дополнять всю эту корзинку. Цвет у меня здесь небесно-голубой. Я окрашивала именно буквально капельку, окрашивала белково-заварной крем. Окантовку я сделала. Делается она очень-очень просто. Затем я взяла остатки от бисквита. Здесь у меня классический бисквит шоколадный. Чудо-бисквит без разрыхлителя. И вот такой вот кусочек, как вот мы обычно треугольный кусочек у торта отрезаем, я просто срезала ему острое окончание, и получилась у меня вот такая прокинутая корзинка. Я покрыла мой кусочек белково-заварным кремом. Сам торт я перед этим заганашила. Я покрыла его ганашем для того, чтобы не было крошек и чтобы не было просветов. Итак, маленькая корзинка готова. Теперь я начинаю делать цветы. Из мастики я приготовила вот такие снежинки и начинаю делать цветы. Насадка у меня здесь тройная улыбка. Она такая же большая, как насадка тюльпан. Делаю основание из того же крема, что я делала и корзинку, и делаю таких 5 лепестков. Сверху я делаю 4 лепестка, и цветок готов. И по этому же принципу я делаю все цветы. Цветок делается буквально за несколько секунд, получается сразу очень объемным и очень таким интересным. Чем-то напоминает и снежинки, и в то же время и цветок, и очень хорошо подойдет к любому зимнему торту. И вот смотрите, теперь на саму поверхность корзины я наношу уже лепестки из этой же насадки. Видите, вот так вот 3 лепестка, и такой мелкий, как цветочек, бутончик уже готов. И с обеих сторон это то же самое делаю. И в принципе с сиреневыми цветами я уже закончила здесь. Видите, как быстро это делается.
и как сразу много места они занимают. Теперь у меня насадка 128 роза. Она у меня заужена. Я ее заузила плоскогубцами. И теперь я буду делать фантазийные бутоны из нее. Для этого мне понадобится рисовый конус, гвоздик для него. И смотрите, насадку я слегка наклоняю от себя. Потом сам бутончик закроется. И все. Одно движение насадкой, и получается очень необычный бутон. И очень хорошо он будет смотреться в этой композиции. Ставлю его сразу на торт. И делаю то же самое. Отклоняйте от себя эту насадку, потому что сам по себе кружочек этот закроется. Благодаря тому, что крем, он как бы наклоняется все равно внутрь. И заполняем в тех местах, где считаем нужным. Делается это очень просто и очень быстро. И такие необычные фантазийные бутоны у нас получаются. Теперь в центр сиреневых цветов я просто посыпаю бусины сахарные серебряного цвета. Мне захотелось в данном торте серебряное сделать, чтобы подчеркнуть его такую морозность, зимний такой его стиль. И везде по всем цветам я делаю то же самое. Вы же можете любого цвета брать. Здесь у меня насадка обычный тюльпан. Она у меня без номера, но одна из разновидностей тюльпана. Я отсаживаю там, где считаю нужным, заполняю пустоты. Цвет у меня здесь индиго-синий. Много я его не добавляла. Это у меня немецкий краситель. И получаются сразу объемные цветы, заполняют места, которые нам хочется заполнить. И делается это буквально за несколько минут. Здесь я не использую цветы, которые требуют определенных временных затрат. Ни розы, ни гортензии, ни лилии. Ничего такого я здесь не использую. Я делаю все это очень и очень быстро. Как я и пообещала в начале данного видео. Теперь у меня насадка. Закрытая звездочка 8 мм. Она, к сожалению, без номера, но есть, как правило, в каждом наборе для кондитеров. И я ей делаю серединки у фантазийных бутонов. Для чего я ее взяла? Потому что рельеф у нее более такой четкий выходит, нежели у обычной открытой звездочки. И так прохожусь по всем бутонам. Теперь у меня насадка 135 фантазийная гортензия. Она такого размера, как насадка 1М. Если у вас такой нет насадки, возьмите или закрытую звездочку, или насадку 1М. Крем я здесь взяла от основания у бутонов у этих. Я его просто разбавила слегка белым кремом. И получается у меня такие уютненькие цветочки, такие как бы бархатные, зимние какие-то. И столбиками такими просто заполняю место. Длится это буквально минуту. Как я и обещала, что украшение будет очень быстрым, но в то же время очень эффектным. Теперь я уже посмотрела, что больше мне не нужна эта насадка. Я беру насадку листик номер 70, 10 мм на выходе. И беру просто белый крем, и белым кремом я буду делать листья. Номер 70 тоже, как правило, есть в каждом наборе для кондитеров. Белым кремом здесь не увлекаемся, только заполняем те места, где у нас помарки, потому что большими насадками, как правило, всегда бывают помарки сбоку у цветов, и там, где пустоты остались. Много не делаем здесь белого цвета, потому что это будет слишком, закроет собой просто композицию. Из вырубки снежинка я сделала снежинки двух цветов из мастики, синего и белого, и дополняю там, где считаю нужным. Главное, чтобы эти все снежинки у нас смотрели в сторону, куда у нас не спадает каскад этих цветов. И все, и торт готов. Как я и обещала, что торт делается очень просто и очень быстро. И вот такой торт у меня получился. Делала я его очень быстро. Несложное совсем украшение, в очень таком зимнем стиле, подойдет и на Рождество, и на Новый год, и на зимний день рождения. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.